фонендоскоп. Фонендоскоп с мембранкой. Значит, усиливать тонус сердца не требуется, поэтому будем использовать стетоскоп без мембраны. Первая точка. Пальпируем верхушечный толчок. Перенесли пальчики на эпицентр пульсации и вот сюда поставили фонендоскоп. Послушали, как работает. Вторая точка. Нащупали ангулус юдолицы, второе ребро, чуть ниже поставили фонендоскоп, стетоскоп в данной ситуации, и послушали аорту. Второе межреберье, ангулус юдолицы, второе ребро, второе межреберье, послушали легочный ствол. Проводим сверху вниз по грудине, и там, где нащупали выступ основания мечевидного отростка, с правой стороны у этого основания поставили стетоскоп, послушали клапаны трехстворчатые. И, наконец, точка Боткина-Эрба. Второе ребро, эпицентр верхушечного толчка, место пересечения этой линии с левым краем грудины. Поставили фонендоскоп и послушали, что здесь в точке Боткина-Эрба происходит в тонусе. А теперь я проведу аускультацию уже на самом деле. Туп-туп, 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 туп-туп. Преобладает первый тон. Какой стихотворный ритм? Ритм Хорей. Какие стихи помните? Ритм Хорей. Ну, чтобы понять вообще, что это такое Ям, Хорей. Кто писал? Ям, Хорей, любимый стихотворный ритм. И Хорей тоже самое. Александр Сергеевич Пушкин. Ну, а что-нибудь из Пушкина здесь осталось? Я памятник себе возьму. Туча мглою небо кроет, вихри снежные крутя. Кто-то зверя на собой, кто-то плачет, как дитя. Первый слог ударный, второй безударный. Ударный, безударный. Ударный, безударный. По сути дела, то, что мы слышим у Артема на верхушке. Дальше переходим в точку аорты. Тук, 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 тук. Легочный ствол. Тук, 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 тук. Преобладающим является второй тон. И на аорте, и на легочном стволе. Ям. А из ямба? Мороз, солнце, день чудесный, еще ты дремлешь, друг прелестный, пора, красавица, проснись, открой сомкнутый небо взоры навстречу северной оброжи, звездою севера. Да? Ну, любимые стихотворные строчки, которые вот действительно нам здесь помогают. И представить фонендоскоп, вспомнив эти строчки, получается или не получается? Послушайте. Нередко выявить акцент около грудины бывает сложно. Что мы делаем? Вот здесь послушаем. Сравним здесь. Второй тон составим здесь. Здесь. Нет, совершенно одинаковые вторые тоны. Нету преобладания, поэтому акцента не выявляется. Тук, 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 тук. Преобладает первый тон. И, наконец, точка Боткина-Эрба. А вот здесь тук-тук, тук-тук, тук-тук. Преобладающим является второй тон. Закончили аускультацию сердца, пишем заключение. Здесь три момента. Ритм, тоны, тук. Ритм, тоны ритмичные. Характеристика тоже. Соотношение такое же во всех 5 точках К и должно быть в норме. То, о чем мы в начале занятия с вами обговаривали. Поэтому слово «ясные»